Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и на этом канале я рассказываю, как рисовать быстро, просто хорошо и эффектно, так же, как и у меня, например, в моих скетчбуках, с помощью вот этих инструментов, которые я рекомендую. И сегодня будет небольшой разбор проекта, я буду показывать, что я рисую, как я думаю, чтобы вы могли это все использовать. Будет ли это просто? Да. Можно ли этого добиться, не фигача, не стараясь? Нет. В этом и есть секрет успеха и практики. Ты делаешь подход, как в спорте, то у тебя все получается. Ты не делаешь этого, у тебя ничего не получается. Такова правда. Что тебе нужно будет для того, чтобы реализовать материал этого урока? Например, TDN Liner или, например, TDN Parallel Pen. Смотрим подробнее. Такая ерунда называется Pigma Graphics 3. Тык-дык. Вот такая штука. Обратно ее, обратно. До щелчка. И вот такая штука. Раскручиваем. Получаем. Это японское перо для каллиграфии. Называется Parallel Pen. И пишет углом и широкой стороной. По миллиметражу вот такая вот ситуация. Заворачиваем в обратную сторону. Браво. И скетчбук. Тык-дык. Это Nation Gallery формата А4. Такой весь прям бывалый и потрепанный. Ну еще бы. Столько ж прожил, пережил вместе со мной, на стольких проектах побывал, столько проектов в себя вместил, да. Искренне люблю такие штуки, которые прошли со мной огонь, воду и медные трубы. Сколько они, на скольких проектах бывали, каким людям, скольким людям рассказывали о том, что у меня в голове. Это же прекрасно. В скольких ситуациях они были, про которые я никому рассказывать не буду. В общем, вот, люблю свои скетчбуки, да. Специально заложил на нужной страничке его. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Тык-дык-тык. Дыдын. Ну вот, собственно, пример моей типичной рабочей графики, когда я разрабатываю проект и рисую его одновременно. Это идея иконостаса. И сейчас я проговорю некоторые моменты про нее. И так симпатично и любопытно выглядит вот эта вот графика с помощью линера, в основе которого лежит моя техника. Но это все, как видите, сплошь рабочая история, потому что тут разбредовка по размерам, тут обоснование, что-то я имел в виду, нужно было учесть. Это на основе иконостаса церкви в Вырице, тут ширина, тут другие размерные штуки, еще что-то, предварительные наброски. И все вместе мой скетчбук выглядит так. В общем, нужно сказать, обычно я делаю графику линером или Parallel Pen или пером и тушью, когда у меня есть время. Но вот данная конкретная графика, это было сделано линером. Это вот такой вот линер микрон, или я вот точно не помню когда, потому что это было год назад. Скорее всего, я тогда использовал линеры Winsor и Newton. Вот, как раз нашел, вот так они выглядят. Один уже немножко в сепии, в сангине вернее. Вот он, сейчас покажу. Тык-дык. Вот такой вот жал у них. Тоже нужно сказать суперские линеры, но вот в моей технике рисунка есть небольшая проблема, потому что мне нужно рисовать одновременно и широкой частью, и узкой частью. Вот эти дают превосходную линию, ну на самом деле превосходную линию, но ее нужно использовать в сочетании с каким-то другим инструментом, который дает широкую линию. Перо же, мое любимое перо звездочка, оно лишено этих недостатков. Оно дает тончайшую линию, абсолютную, воздушную, идеальную. И тут же, в это же время, может дать драматически жирную, невероятную кляксу. И вот на таком драматизме построена моя техника работы пером и тушью. И ее фрагменты перенесены в проектную графику. Поэтому это весело, интересно и прикольно. Теме это иконостас, это часть большого проекта, для которого я разрабатывал башню, для которого я разрабатывал пристройку к существующему храму, длинную галерею гульбище, и еще одну домик священника, и еще что-то. И, в принципе, один из вариантов в плане выглядел вот таким образом. А внутри в храме планировалась вот такая вот симпатичная история. Как видите, это чистая черно-белая графика. Что мне в ней нравится, то что она не просто довольно эффектна, но и абсолютно конкретна. Вот тут разбредовка по размерам.
И вот эта вот разбредовка, она, собственно, участвовала в окончательном разборе этого проекта. Ну, потом, конечно же, проект пошел в 3D, и у меня на канале есть, если вы посмотрите в описании к видео, там есть ссылка, мои некоторые ландшафтные архитектурные проекты. И там эта модель отрисована в SketchUp и в Unreal Engine. Немножко условной графики и немножко фотореалистичной. Выглядит неплохо. Сначала тын-тын берем и осмысляем это все с помощью линера. Я рисую сразу же, я рисую без предварительного черновика, но, соответственно, это особенности моей графики. И вот этого моего подхода к скетчингу. Ну, в принципе, там и в силу опытности, и в силу особенностей техники вроде бы больше не нуждаюсь в предварительных набросках. Ну, плюс-минус, конечно. Когда рисовал его, опирался на иконостас церкви в Вырице. Специально ездили туда, фотографировали, изучали, смотрели, каким образом его нынешнее состояние, смотрел то, каким он был раньше, что с ним происходило. Не стояла задача повторить его полностью, а стояла задача интерпретировать под существующий в храме, вот в том храме, который там строится, размеры и пропорции. Но культурный код и вот такие вот эстетические паттерны собирались брать вот оттуда, из храма в Вырице. И вот тут есть фигура человечка. Вот она сюда зашита. Вот примерно такие пропорции были бы. Вот здесь ножки, вот здесь голова. Материал дерева, конечно, и может быть резьба с помощью ЧПУ или пропильная резьба, потом ее обработка. Ну, какие-то вот такие вот не очень сложные истории, и вполне себе, ну, такие решаемые, технологичные. Правда, эта история изменилась, я в других видео покажу, каким образом она интерпретировалась и изменялась. Да, но пока вот про эту графику. Как видите, все построено на супер простых элементах. Они создают богатство декора, впечатление насыщенности и прорисованности, и эффектного положения на листе в скетчбуке. Но на самом деле состоят из очень-очень-очень-очень простых элементов. И как эти элементы складываются вместе в общую картину, и как они работают рядом с текстом. Как вообще взять такой стиль графики и использовать его себе на пользу, там, в своем каком-то виде творчества или бизнеса. Я рассказываю подробно и обучаю в моем сервисе Boosty. Смотрите в описании к видео и по ссылке в шапке профиля уроки на мой сервис Boosty. Там подписывайтесь, изучайте уроки, и при должном старании, при должном упорстве, при таком упорстве, как у меня, вы легко возьмете и интегрируете это в свою эстетическую практику, в свою творческую практику, в свою рабочую практику. И это будет хорошо. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, изучайте мою графику, делитесь этим видео с другими людьми, чтобы вот об этой графике знало больше. И всем чао-чао, хорошего дня. Меня зовут Эдуард Кичигин. Пока. Чао.